Всем привет, с вами Михаил, компания «Море печей». Сегодня мы закончили очередную работу, построили камин вот в этом красивом доме из бревна ручной рубки от компании «Русь Бревенчатая», нашего давнего партнера. Работа была непростая и потому интересная. Предлагаю пройти в дом и все посмотреть. Как видите, в гостиной мы установили кассетный камин с угловой топкой. Каминная топка немецкая от компании «Шмидт». Облицовка у камина изготовлена из уральского талькомагнезита. Основная сложность заключалась в изготовлении облицовки под такую топку. Топка угловая с двухсторонним Г-образным стеклом. И выполнить облицовку из тяжелого камня с нависающим углом под такую конструкцию не самая простая инженерная задача. Опыт подобных работ у нас имелся, но были эти камины из кирпича либо легкого материала силка. С решением для угловой конструкции из талькомагнезита же столкнулись впервые. В таких ситуациях не считаю зазорным обратиться за консультацией к коллегам, в данном конкретном случае компании «Алмод» в лице Игоря Петрушихина. Советы и рекомендации были получены исключительно грамотные, за что нашим друзьям большое спасибо. Я думаю, будет интересно посмотреть весь процесс создания камина, поэтому давайте начнем. Как всегда, первый этап создания проекта камина. Нами были предложены различные варианты. Камин в кирпиче с отделкой камнем, камин с банкеткой. Но стоило заказчикам увидеть образцы работы из уральского талькомагнезита у нас в офисе, все остальные варианты сразу же отпали. Далее монтаж противопожарной стенки из газобетона, которая будет еще дополнительно закрыта огнестойкими листами. Начинаем сваривать опорную раму из уголка 50 на 50 мм. Устанавливаем топку и добавляем горизонтальные опоры для удержания облицовки. Обращаю внимание на то, что наша рама к каминной топке никак не прикреплена. Это отдельно стоящая конструкция. Крепить ее к топке ни в коем случае нельзя, так как нагрев и тепловые расширения у облицовки и у топки будут разными. Проводим сварочные работы с соблюдением мер безопасности. Рама готова. Под первый ряд будущей облицовки залили стяжку 3 см, чтобы после нас отделочникам не составило бы никаких проблем подвести плитку к камину. Изготовили облицовку, начинаем сборку, подключаем кассету к дымоходу. Здесь помещение со вторым светом, от пола до потолка около 8 метров. Строим леса для монтажа керамического дымохода. Здесь возникла еще одна сложность. Крепить леса к стенам нельзя, останутся в бревнах видимые следы, что недопустимо. Выход найден. Раскрепляем нашу конструкцию диагональными распорками от соседних стен. Подошли к кровле, подготовили лестницу, обернули подложкой, чтобы не поцарапать свесы дома. Разбираем натуральную черепицу, выводим дымоход с восстановлением пароизоляции и гидроветрозащиты. Труба готова, верхний лист другого цвета установлен временно. На следующий день мы его поменяем. Пока леса не разобраны, выполняем штукатурные работы по дымоходу. Используем колерованную штукатурку Дюфа Моделир Пуц. Итак, камин готов, заказчики на подъезде, немного подождем и затопим. Подъехали заказчики, растопили камин. В качестве дров используем топливные брикеты, так как сухих дров на стройке, как всегда, нет, а топить остатками стройматериалов, к тому же сырыми, нежелательно. Чтобы лучше брикеты разгорелись, немного приподнимаем топочную дверку. Воздух на горение к топке мы подвели от вентиляционного канала, который находится в дымоходе. Подача воздуха в камин перекрывается поворотным клапаном и ручкой на лицевой части облицовки. Также установили поворотный шибер на дымоход, который можно закрывать только после окончания горения дров в очаге. Вот так выполнена опорная планка нашей рамы, на которую приходится основная нагрузка. Следы сварки максимально заретушированы.
Несмотря на неровность стен из бревна лафета, примыкание камина вышло очень плотным, и дополнительной работы не понадобится, хотя первоначально мы обсуждали с заказчиком варианты заделки щелей в примыканиях облицовки к рубленой стене. Проход дымохода через потолок, а он же является крышей, выполнили скользящим способом, так как дом будет садиться. Мой совет: всегда учитывайте усадку деревянного дома, даже если вам заказчик или прораб говорит, что дом уже сел и все будет хорошо. Из практики, как только появляется стабильное отопление в доме, любой сруб, даже из сухого клееного бруса, начинает двигаться. Ну а вот и обладатели золотых рук, изготовивших сегодняшний камин, наши мастера Алексей Градусов и Александр Шулеженко. Скажу без лишнего пафоса, что ребята к каждому объекту подходят максимально ответственно и постоянно подтверждают и совершенствуют свое профессиональное мастерство. В заключение отмечу, что несмотря на то, что зима – низкий сезон в печном деле, февральские морозы и метели не помеха работе, и камины, подобные сегодняшнему, можно и нужно строить и сейчас. Более того, можно получить существенную экономию, воспользовавшись зимними и весенними скидками на работы и материалы. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!